Всем привет! Сегодня на видеообзоре полностью автономная беспроводная камера видеонаблюдения. Это именно беспроводная камера видеонаблюдения. Потому что работать она будет в вашей домашней сети по Wi-Fi, если нужно удаленное отслеживание камеры, и будет не требовать питания от розетки, потому что у нее встроенный аккумулятор. На упаковке много информации, и по камере также модель ее, питание 5 вольт, где произведена, магазин Uniwatch на AliExpress. Ссылку я сразу оставляю, заходите, приобретайте. По приложению также уже есть QR-код, сразу устанавливайте на смартфон для удаленного отслеживания. Различные рекомендации, также прописаны, упаковка качественная, идет рекламка магазина, также рекламка и толстая инструкция, очень толстенная инструкция. Из-за того, что несколько языков, плохо, что понятного для нас нету, но английский уже для нас это тоже понятный язык, поэтому можно ознакомливаться с инструкцией. Но камера, как обычная, можно сказать, IP-камера, просто она имеет встроенный аккумулятор. Вот такой вот вариант камеры. Корпус качественный и изготовлен он для использования камеры на улице под открытым небом. Защищена она от дождя, от осадков, можно ее использовать. 4-мегапиксельный вариант. Также вся информация, динамик, микрофон, камера имеет микрофон. Тут в отверстии имеет она инфракрасный датчик движения, по которому и срабатывает. То есть это тот обычный вариант аккумуляторной камеры с алгоритмом работы от ИК датчика движения. ИК датчик движения это такой, как например, устанавливаются на прожекторах с датчиком движения. Срабатывает на движущееся инфракрасное тепло, которое выделяют люди, автомобили, животные. Камера в обычном режиме спид, режим экономии аккумулятора. Проходит человек на расстоянии, наверное, 10 метров приблизительно. И камера включается, просыпается, подает вам, если она удаленно через интернет подключена к роутеру, подает вам уведомление, присылает на смартфон, что движение есть, и включает запись на карту памяти. Ночные режимы также есть. Видно, что имеет камера инфракрасные, то есть двойного назначения, ИК LED светодиоды. Вот они здесь установлены. И также по бокам индикаторы. Индикация питания и индикация зарядки аккумулятора. Объектив 2,8 мм. Широкоугольный объектив, это очень классно. Камера с небольшого расстояния будет захватывать широко. В общем-то, камера для небольшого расстояния, для небольшой площади, небольшого помещения и предназначена. Камера также может использоваться в помещении. То есть это тот универсальный автономный вариант. Взяли вы ее, двухэтажный у вас дом, огромный дом, перенесли в другое место, есть там сигнал Wi-Fi, просто поставили ее где-то на шкафу незаметно. И камера там работает. Штативная резьба имеется, можете ее использовать на штативе. И здесь вот есть заглушка. Заглушка двойная получается, силиконовая, толстая. Тут все у нас прописано. Кнопка включения, кнопка сброса и зарядная по питанию. Зарядный разъем. В общем-то, давайте посмотрим, что внутри. Так и есть. Слот под карту памяти. Микро USB для зарядки. Кнопка сброса к заводским установкам. И кнопка включения-выключения камеры. Камеру можете выключить, она сейчас вот полностью выключена. Для работы нужно нажать, скорее всего удержать, дальше посмотрим. И заглушка имеет... Она из двух частей состоит. И здесь у нас получается герметичное соединение разъема питания с разъемом питания камеры. Камера может использоваться в подключении как кабелем из комплекта или же солнечной панелью. Поэтому здесь у нас герметичная пробка идет, чтобы влага туда не попадала. Вот все здесь герметично. Правильно туда посылаем разъем. Не пускает сама очень плотная пробка. Но это уже дело, как говорится, дело техники. Вот так все это будет выглядеть. Видите, вы здесь все получается герметично.
Ну и соединяем с... Вот я сейчас неправильно. Конечно, лучше было бы, чтобы уже Type-C был разъем, но вот. И подключаем. Здесь у нас сейчас будет все герметично, да, чересчур. Даже вот так вот плотненько все. Влага сюда не попадет. Камеру можно подключать в данном случае любым блоком питания. USB здесь, вашим от смартфона. Камера будет заряжаться. То есть, если в том месте у вас есть где-то рядом розетка, камеру можно оставлять в буфере, подключенную блоком питания 5-вольтовым, 2-амперным, 1-амперным. Аккумулятор будет заряжаться. По мере зарядки камера отрубит зарядку. Надобность зарядки аккумулятора. Камера опять подключит зарядку. Аккумулятор имеет емкость 5200 мАч. Поэтому, как заявляет производитель, автономной работы со средним числом срабатывания в сутки около 20 срабатываний датчика, 20 просыпаний камеры, то хватит аккумулятора где-то от 3 до 6 месяцев. Большая такая разбежность связана с различными факторами. А в основном это погодные условия. Если будет на улице холодно, соответственно, время работы литиевого аккумулятора уменьшается. Ну, 3 месяца изначально автономной работы камеры — это очень хороший результат. 3 месяца без подзарядки аккумулятора. Если у вас есть солнечная панель, вот такая вот небольшая, к примеру. Вот у меня реалинковская панель осталась с какой-то камеры. И здесь также разъем есть micro-USB. Поэтому можно смело использовать его с этой камерой. То есть вот эту солнечную панель. Она просто будет подзаряжать аккумулятор. До полной зарядки она его не зарядит, а... О, вот, научился. Уже разъем немного разработался. И также все здесь герметично. Солнечная панель сейчас подключена к камере. Солнца нету, поэтому зарядка не идет. На улице солнечный день, камера будет подзаряжать аккумулятор, и на какое-то время больше хватит у вас работы камеры, чем если бы она работала без солнечной панели. Поэтому учтите также такой вариант. Камера может работать и с солнечной панелью также. Что у нас еще в комплекте? Кронштейн и дюбель. Обычный кронштейн по типу штативная резьба. Здесь, да, все вот поджимаем. Пластиковый кронштейн, ну такой качественный, не самый дешевый. Здесь присутствуют металлические элементы, именно вот здесь. Поджимаем, и у нас фиксируется угол. Вот так вот. Какой нужно, выставили. Камера может находиться, крепиться, это универсальный кронштейн. Может и стеновое крепление. Камера будет в таком вот положении стоять на стене, смотреть со стены. Можно и потолочное крепление использовать. Камера может вниз головой висеть, перевернуть картинку. Можно в приложении. Ну или же стоять, камера может стоять и работать без этого кронштейна. Данную камеру продам вам по закупочной цене AliExpress в Украине. Кого заинтересовал этот вариант, пишите мне в комментарии под видео. Telegram, Facebook, Instagram, все ссылки в описании к видео. Выйду с вами на связь. Камера поддерживает карты памяти до 128 гигабайт. Установлю карту памяти на 32. Если какие-то проблемы вдруг возникают с камерой, бывает такое, и не только с этой, может быть причиной карта памяти некачественная. Так, до защелкивания утапливаем карту и готово. Поэтому карту памяти желательно использовать не ниже 10 класса по скорости, ну и качественную. Приложение для удаленного отслеживания Cloud Edge. Скачивайте сразу по QR-коду или так и введите в Play Market или в App Store. И включаем камеру. Кнопка Power. Нажимаю и отпускаю. Без удерживания. Пробую. Ничего не происходит. Да, с удерживанием. Нажимаю и удерживаю. Вот. Музыка прозвучала ненавязчивая. Красный светодиод. В мигающий режим перешел. Скорее всего, это также уже у нас режим подключения камеры в домашней сети. Кстати, камера может работать напрямую по Wi-Fi со смартфоном. И она может просто работать
самостоятельно писать по датчику движения без интернета, без роутера. Об этом чуть дальше. Сейчас давайте добавим. Список устройств плюс, ну как обычно, аккумуляторная камера. Нажмите «Удев». В общем-то еще и голосовая инструкция. Красный светодиод мигает, если устройство находится в спящем режиме, пробуждение, ля-ля-ля. Пожалуйста, сбросьте устройство. Зажмите кнопку сброса на 5S. У меня мигает. 2,4 ГГц, 5 ГГц не поддерживает, учтите. Роутер выбирайте из списка, к которому хотите добавить, и пароль доступа к Wi-Fi роутера. Пожалуйста, жму «Далее». пленку с объектива. Нажмите «Далее». Для показа QR-кода подождите, пока устройство отсканирует код. Ну, Держите все прописано. на расстоянии 12-20 см. Все прописано, плюс еще моментальное считывание QR-кода. Только что камера пикнула. Замигал сразу быстро светодиод. И перешел в синее свечение. Говорит о том, что камера уже подключена. Нифига себе. Жмем «Далее». Добавлена моя камера. Далее. Продукт должен преобладать в натуральной форме. Используйте блоки питания. Все советы идут. Камера поддерживает зарядку мощности 5 Вт. Избегайте встречи с дорогой на свежем. Какие-то еще. Кто-то еще. Короче, инструкций много. Как установить камеру. Держите уровень датчика движения. Правильно, как его. Избегайте направления. Уже приходит уведомление. Переместить телефон. Еще и диагностика сети. Диагностика сети уровня сигнала Wi-Fi. Вот приложение. То есть вы несете камеру вместо установки ее, и вам показывает уровень Wi-Fi сигнала. Это очень классно. Многие спрашивают, а камера как будет в том месте, на какое расстояние будет ловить Wi-Fi и все остальное. Вот вам приложение помогает в том месте установки камеры отследить уровень сигнала Wi-Fi. Ну, в общем-то, можно и по смартфону это все делать. Как принимает Wi-Fi смартфон, так будет и принимать его и камера. Готово. Выберите семью. То есть это еще как и умный дом идет. Задний двор давайте. Управление семьей. Далее. Далее куча всего, ну, интересно. Все на понятном языке, это нормально. Обновление. Новое. Обновите прошивку. Можно обновить прошивку, уже пришло уведомление. Давайте чуть-чуть поиграем с камерой. Потом HD SD качество. Да, широкоугольный объектив и очень сочная картинка. Очень классная, сочная, реалистичная картинка. Цвета все реалистичны. Вот я держу камеру на полусогнутой руке, а она захватывает прилично. Вот даже как экшн камера. Картинка классная, как с экшн камеры. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. То есть можно и передавать, и имеется динамик, нормально. Прячутся значки. Искал, как отключить звук. Кликаете по картинке, появляются значки и сразу прячутся. Ну, очень классно, не мешают. Вот такой вот просмотр. Отлично. При искусственном освещении камера довольно-таки четко, классно показывает. Сейчас несу ее на улицу. Интересно. Что сразу понравилось? Быстрота подключения, добавления на приложение, моментальность, считывание QR-кода, загрузка. В общем-то, все это классно. Еще одно, что классно по этой камере. Облако у вас активируется и дается хранение 3 дней записи тревожной. Ну, тревожной, потому что она срабатывает по ИК-датчику движения. Бесплатно. Активируйте облако, и 3 дня хранения, такой тариф, дается вам бесплатно. Это камера с бесплатным облаком на 3 дня. По приложению все понятно, на русском языке разобраться не будет вообще никаких вопросов. Скриншот на телефон, микрофон, нажали, удержали, передаем удаленно. Даже если вы будете со смартфоном, камера вот сейчас подключена к роутеру у меня. И можно через интернет говорить в камеру, слышать с камеры, видеть, то есть как обычная IP-камера. Запись на смартфон включить в папку приложения. Светлый. Ничего себе. Можем даже и днем включать вот такой классный свет. Ну, отлично, супер. Можете днем кому-то привлечь внимание именно световое.
Не голосовой командой, а световой. Вот так вот. Камера где-то у вас в доме стоит, нужно привлечь кого-то, внимание, вы включаете и выключаете свет. Вот так. Или же сирену, можно включить сирену. На 30 секунд включается, можно самому потом выключить ее. Звуковое и световое предупреждение. Это по движению. Когда сработает датчик движения, звуковое можно включить сирена, будут мигать или светить светодиоды, звуковое и световое. У меня сейчас стоит, можно вариант выбрать или все, или же звуковое, или световое. Я пока, наверное, выключу и то, и другое. Световое в основном будет ночью срабатывать. Когда стемнело, камера перешла в ночной черно-белый режим. И, как обычно, появился человек по датчику движения, она будет включать белые LED-светодиоды. Можно, вот я выключил, и не будет она никого пугать и привлекать внимание. Полный цветной режим, это имеется в виду ночные режимы. Или в цвете показывать ночью, или черно-белом. Или же интеллектуальный по датчику движения, как я вам сказал. Сработал датчик, перешла в цвет и включает подсветку свою. Альбом, там где все будет сохраняться у вас. Фото, видео, то что вот именно отсюда. Скриншот, запись видео, то будет вам и альбом. История, это данный формат не отформатируйте. Вот видите, отформатируйте. Хочет отформатировать карту. И это желательно делать сразу, не пропустить этот момент. А то вставите карту, думаете, что камера пишет на карту, а там вот такие вот вопросы. Заходите в раздел «История» и вас перебрасывает на информацию по карте. Сейчас карта отформатируется в камере, и уже стопроцентный вариант, что нормально установились драйвера камеры, и карта будет работать. Готово. Давайте по настройкам. Мощность сигнала, то есть зарядка аккумулятора. Заряд аккумулятора в процентном соотношении можно отсюда просматривать. Я думаю, что также изменится статус, когда мы подключим или солнечную панель, или же блок питания, когда будет идти зарядка. Получение уведомлений можно выключить. Сейчас я это именно и сделаю. И не будет вот сейчас на столе здесь камера мне мешать. Инструкция по установке понятна. То, что мы с вами проходили в самом начале. Можно опять перелистнуть все это. Разделение устройства. Поделиться, наверное, с кем-то. Поделиться устройством с другим аккаунтом. Управление местоположением. Индикатор работы. Синенький. Опа, и выключили его. Не будет он привлекать внимание, камера. Если вам нужен, это информационный светодиод по работе. О работе камеры. Работает камера или нет, глянули, синим светит, значит работает. Можно его выключать. Настройка времени. Понятно, настройка изображения. Переворот экрана, как я вам говорил, если камера кверх ногами будет. Полный цветной режим интеллектуальный, то есть вот эти 3 ночных режима. Настройка звука. Громкость микрофона 70 по умолчанию. Запись голоса, микрофон можно выключить. Можно выключить динамик. Богатые настройки по такой камере. Управление сигнализацией. Датчик движения. Чувствительность обнаружения можно менять. Тут все прописано. Частые, если вдруг ложное срабатывание, по чувствительность можно уменьшать. Режим энергосбережения, режим производительности. Пользовательский режим свой можно ставить. Зоны тревоги, звуковое, световое предупреждение. Такие вот настройки. Глубокие настройки. Режим питания. Питание от батареи. Схема зарядки. И информация, как можно использовать. Как можно заряжать. Статистика использования. Ничего себе. Даже статистика использования. Там зарядка, разрядка. Количество обнаружений, количество сигналов тревоги. То есть даже статистика ведется. Ничего себе. Ну это супер. Это заслуга приложения, конечно. Управление записью. Что тут у нас? Запись событий. В общем-то и все. Видите? Многие спрашивают по этим камерам, могут ли эти камеры писать постоянку. Запись событий. Все. Объем и форматирование. Облачный сервис. 7 дней бесплатный пробный период. Хотя там четко прописано, у продавца можно уточнить это дело. 3 дня дается бесплатно. Проверка на новую версию, связаться с нами. Удаление устройства и перезагрузка удаленная. Вдруг нужно перезагрузить камеру, ее можно удаленно перезагрузить. Давайте посмотрим
именно процесс зарядки, как происходит. Блок питания 5 вольт 2 ампера. Подключаю ее кабель. Микро-USB можно использовать. И ваш кабель включаю в сеть. Хочется посмотреть статус. Как там есть, меняется как-то, что происходит. Вообще. Так. И включаю в сеть зарядная. Вот этот индикатор отвечает красный за зарядку, как вы видите. Ага, да, как я вам говорил, показана индикация по зарядке. Также, если будет подключена солнечная панель, также статус аккумулятора будет идти как зарядка. И где мы еще смотрели, управление батареями, избыток заряда заряжается. Вот. Статистика. Так, вот сегодня есть уровень сигнала Wi-Fi по статистике. Ну, нужно разбираться. Интересно. График, скорее всего, будет какой-то график составлен уже по использованию. На основном экране, в общем-то, есть по уровню сигнала процентовка. По батарее чисто индикация вот такая, без цифрового значения в процентах. Вынес камеру на улицу, установил в непосредственной близости от дома. Wi-Fi сигнал уровень 54%. Все отлично. Угол широченный, картинка с камеры очень классная. В HD качестве сейчас. Ну и все. Удаленное отслеживание на Wi-Fi, то есть на роутер камера подключена. Беру свой смартфон и пошел куда мне угодно. Подключаюсь к мобильному интернету и отслеживаю камеру. Вижу, что происходит. Камера будет присылать мне по движению уведомления. Засыпать, активироваться. Ну то есть процесс работы по стандарту. Хорошая ночная картинка с камеры. Переходит камера в цвет, как положено при 3 ночных режимах. Можно выключить переход в цвет, потому что включаются LED светодиоды, соответственно расход аккумулятора. За день аккумулятор практически не израсходован. Было 80% зарядки. Камера работает целый день. И Wi-Fi вот 52% в том же месте установлен. История. Заходим на карту памяти и просматриваем. Карта форматируется в камеру. Просматриваем. Проверка на новую версию, связаться с нами. Любой момент. Выбираем и просматриваем. Вот. На проезжающие автомобили, ну вот камера не реагирует. На проходящих людей реагирует. И, как я подозревал, датчик работает на расстоянии около 10, может даже больше 10-15 метров. Зумировать картинку также можно таким вот цифровым приближением. Качество, кстати, не сильно теряется, можно рассматривать с таким вот зумированием. Ну, понятно, чем ближе, тем потеря качества. Днем будет лучше распознаваться предмет на таком вот расстоянии. Вон там, ну, уже далеко. Там камера метров за 15, где-то вон 20, то людей не распознает. То есть датчик движения на такое расстояние не работает. Одним кликом по иконке светлый внизу активируем цветной режим и включение LED светодиода вручную. Ну, вполне таки неплохая цветная картинка получается с камеры. Подсвечивает она себе LED светодиодами белыми. И вот, а если будет уличное освещение, то камеру можно оставлять в цвете, чтобы она работала. Можно включить в обычный режим. Ну и также 3 ночных режима. Интеллектуальный, можно поставить черно-белый. И камера не будет при активации, при определении человека включать LED светодиоды, соответственно не будет расходоваться аккумулятор, будет постоянно вот в таком вот черно-белом режиме работать. Однозначно ночью расход аккумулятора будет идти больше из-за того, что вступают в работу и инфракрасные светодиоды ночной подсветки, они тоже расходуют аккумулятор и прилично. За день камера присылала кучу уведомлений, приходят на смартфон сразу же, без задержек, также на Apple Watch с картинкой. Приходят уведомления по движению, по активации датчика. И вот датчик движения сегодня, и можно открыть, посмотреть за сегодня. Будет у вас другие записи по другим дням, также можно будет это все по дням просматривать, сохраняться оно будет. Вот активация. Можно посмотреть такие вот картинки. Такие картинки приходят также на Apple Watch, на часы.
Вот, человек движется. Начало движения буквально несколько доля секунды какая-то, и камера днем лучше. Хотя и датчик движения работает ему все равно. Что день, что ночь, работа датчика движения не зависит от освещенности. Вот за день все эти моменты. И также можно, я так понимаю, посмотреть и тут же кликнуть и видео. Да, сразу заходим на историю выбранной картинки. Загружается видео с карты памяти. И вот именно тот момент. Еще очень понравилось, что извлекая карту памяти, устанавливая компьютер, мы получаем две папки. Alarm Pictures и видео тревожные. В MP4 формате делятся на две папки до обеда и после обеда. Именно по дате. MP4 с 4-мегапиксельным разрешением, 15 кадров в секунду. И после обеда вот все видео. Вы можете их воспроизводить на компьютере без специальных плееров. Со звуком просматриваете видео с камеры. Очень классно. Тревожные именно те, которые она писала по датчику движения. Сама по себе камера очень приятно, даже удивила. Потому что вот эти камеры аккумуляторные, ну, никогда не вызывали у меня какого-то восхищения, уважения. Эта камера именно показала свою стабильную работу. Стабильная работа приложения. За день никуда не девалась, не пропадала. Аккумулятор устойчиво работает. Думаю, что заявленному можно верить около 3 месяцев, если его подзарядить. При подключении панели солнечной будет еще на какое-то время больше хватать аккумулятора. Камеру можно использовать смело. Ну вот с кронштейном есть вопросы. Кронштейн, как оказался, дешевый вариант, и не очень хорошо вот это вот зажимание происходит. Может, просто нужно его как-то разработать. В общем-то, кронштейн это не проблема, можно докупить и более лучшего качества, если нужно. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, чат в Телеграме по видеонаблюдению, Телеграм-канал, Фейсбук, Инстаграм. Камера продается в Украине по закупке AliExpress. Всем удачи, до следующих видео.